Привет, друзья, подписчики мои! Сегодня мы с вами будем готовить плов. Да-да-да, я уже на канале несколько раз готовил плов. У меня есть плов с ферганского риса, есть плов со свинины, разве что нет с курятины. Но сегодня мы будем делать плов из говяжьих ребрышек и ялтинского лука. Итак, начнем. Методов варки плова, как и его рецептов, навалом в сети. Но я буду придерживаться своих правил, и если вам интересно, вы тоже можете повторять за мной. Первым делом я разогреваю свой 8-литровый вок и добавляю туда подсолнечное масло. Жду, пока оно немножечко нагреется, а тем временем я приступлю к разделке мяса. Беру вот такие замечательные говяжьи ребрышки, и я их хочу разрезать, чтобы на каждой косточке был кусочек мяса, то есть разделить ребрышки между собой. Можете нарезать как угодно мясо, можете взять даже без ребрышек, чисто мякоть, но с ребрышками будет вкуснее и интересней. Кстати говоря, говядину я не люблю, как и баранину. Мне ближе свинина, курятина, но делаю плов по той причине с говядины, потому что на канале у меня с говядиной еще плова не было. Кстати говоря, я вам скажу по секрету, что плов это скорее овощное блюдо, чем мясное. Поэтому с мясом там переусердствовать особо-то и не надо. Опускаю разрезанные ребрышки в кипящее масло и немножечко обжариваю сразу, чтобы не пригорело. Вот таким образом перемешиваю и постепенно по чуть-чуть обжариваю. И затем оставляю. Пока ребрышки обжариваются полностью, нам нужно приступить к нарезке овощей. Первым делом я возьмусь за морковь. Морковь нужно нарезать соломкой, но в принципе можете нарезать ее как угодно, хоть и порубить на пятаки топором. Самое главное, не нужно забывать, что у вас в казане жарится мясо. Его тоже периодически нужно помешивать во время нарезки овощей. И вот мясо перемешиваем, добавляем туда морковь. Также перемешиваем и немножечко обжариваем. Морковь нужно действительно немножечко обжарить. Затем я буду добавлять лук. Для плова я взял ялтинский плоский лук. Он очень полезный, не горький и у него большое содержание воды, ну и всяких полезных веществ. Рекомендую этот лук. Его я нарезаю полукольцами. Затем добавляю к моркови и мясу. Опять тщательно все перемешиваем и даем хорошенько обжариться. Но нужно следить внимательно, чтобы он не пригорел, не стал черным, обжарился только слегка. Теперь я добавляю все специи, которые приготовил. Это соль, куркума, паприка, кориандр. Также добавляю барбарис и обязательно горох нут. Не обязательно, но желательно добавить зиры и острый красный перец. Также по желанию вы можете добавить еще петрушку, базилик и душистый перец. Все это перемешиваем и немножечко обжариваем. Это будет основа для нашего зирвака. Также не нужно забывать о чесноке. Чеснок я бросил целых 2 головки. Если не хотите так заморачиваться со специями, как я, купите готовый набор и будет вам счастье. Добавляю в зирвак небольшое количество кипяченой воды и накрываю крышкой, чтобы мясо немножечко протушилось. Зирвак это подушка для плова, на котором он будет вариться и не пригорать. В это время огонь уже должен быть такой умеренный, практически слабый. Вот, наш зирвак прокипел. Далее я высыпаю сюда длинный пропаренный рис шлифованный, его я не замачиваю. Если у вас рис другого вида, то его нужно предварительно замочить в воде. Далее я добавляю снова кипящую воду сюда, ровно столько, чтобы она покрыла плов где-то примерно на 2 сантиметра. Варю рис под накрытой крышкой до тех пор, пока вся вода практически не выкипит. Затем оставляю его набухать и после набухания перемешиваю. Как вы видите, плов получился рассыпчатым, не совсем сухой, немножечко влажный, но для этого его нужно пару раз перемешать и с открытой крышкой, и вся влага оставшаяся испарится, и опять же ваш плов не будет слишком сухим, он будет нежным, вкусным и приятным из-за наличия замечательно подобранных специй и такого душевного приготовления в казане. Такой плов порадует всю большую огромную компанию гостей и друзей, которые к вам пришли.
Вы можете угостить любого, 8 литров хватает, как показала практика, человек на 6-8 и еще немножечко остается. Большое спасибо за просмотр моих роликов, что вы их не проматываете, а также смотрите старые мои видеоролики кухонные. Всего вам хорошего, оставайтесь на связи и ожидайте моих новых серий.